Лесные и речные ресурсы были хорошим подспорьем в хозяйстве крестьян-сибиряков. Очень распространена была охота, прежде всего на пушных зверей. С самого начала освоения сибирских территорий добывалось очень много ценного пушного зверя, или, как раньше говорили, пушной рухляди. Но, к сожалению, вот это бесконтрольное добывание зверя, а до XX века охота не лимитировалась, привела к тому, что очень многие виды на какое-то время исчезли. Очень быстро исчезли бобры. Кстати сказать, их добывали еще и потому, что они очень сильно наносили вред лугам, которые затапливались их плотинами. Практически исчез соболь, и основное внимание стали уделять белкованию. Нужно сказать, что добывали белок в очень большом количестве, потому что зверьков было много, и считалось даже, что за одну ночь, то есть за один выход, один охотник может добыть до 30 зверьков. А сдавали беличьи шкурки не по счету, а пудами. Напомню, что пуд – это 16 килограммов. То есть это очень много. Что касается крупных хищников, то в основном их добывали для защиты посевов, скота и собственной жизни, особенно женщин и детей. Медведи, волки обитали рядом с поселениями, но они не наносили большого вреда, поскольку моментально их численность ограничивалась. Добывали копытных, тоже их поголовье в результате значительно уменьшилось. Некоторые виды исчезли практически полностью на многие десятилетия. Ну, таков был, например, снежный баран. Добывали лося, благородного сибирского оленя и особенно сибирскую косулю. Деревня в 50 приблизительно дворов могла добыть несколько тысяч таких косуль буквально за один сезон. Понятно, что на десятилетия их численность была очень уменьшена. Занимались рыбной ловлей, поскольку реки были полны всевозможными рыбами. Это были и линь, и чебаки, и ясь, и осетровые некоторые. Встречалась и нельма. Очень интересно рассказывали, как ловили щук. Обычно это делали ночью, ловили руками, а иногда с помощью специальных петель захватывали сонную рыбу и выкидывали ее на берег. Нужно сказать, что занимались рыбной ловлей и женщины тоже, поэтому к обеду очень часто хозяйка дома приносила выловленную рыбку и делала уху. Из рыбы делали всевозможные пироги, делали уху. Ну, в общем-то, много было возможностей каким-то образом ее приготовить. Собирали дикоросы. Это значит, что ягоды не выращивали на своих участках. Все это было в лесу. Брали и боярку, и черемуху, и рябину, и калину. Все это мочили, иногда сушили, перетирали в муку, а затем добавляли в блюдо. Ранней весной ребятишки бегали за вновь вылезшими вкусными растениями, ну, такими как пучки, ревень, собирали щавель. Все, что можно было добавить в блюдо, все, что съедобное, собирали. Конечно, существовала и так называемая тихая охота, а именно сбор грибов. Этому посвящали буквально целые недели, пока шли слои грибов. Ну, знали практически все виды грибов, включая и белый гриб, который называют толстокоренником, и волнушки, рыжики, грусти, но были избирательны в том, чтобы собирать их. Некоторые виды грибов не брали. Не собирали шампиньоны, их называли шпионы, не брали черные грузди, говорили, что и хороших грибов достаточно. Но, правда, был еще один гриб, который знали и использовали сибиряки. Это мухоморы. Его собирали,
затем замачивали в воде, немного добавляли сахара и использовали для того, чтобы отпугивать мух. А мух было, конечно, из-за того, что скота было много, огромнейшее количество. Это был очень важный вид сбора. После третьего Спаса, 29 августа, начинают заниматься шишкованием. Для этого выезжали в Бор на известные делянки и обматывали кедровые сосны зипунами и начинали бить по стволам. Шишки сыпались, их собирали, свозили на телеге в усадьбу и там лущили их. Ну, надо сказать, что очень часто это приводило к тому, что эти делянки полностью оказывались уже бесплодными, поэтому приходилось искать новые места. В наиболее ответственных общинах все-таки был надзор за тем, чтобы вот эти делянки оставались бы плодородными. Интересная была ситуация с медом. Дело в том, что бортничество, а именно это забор меда у диких пчел, было слабо развито. Это связано с тем, что диких пчел было не так много, кроме юго-западной Сибири. Если ульи и раи из европейской части иногда улетали со своих мест, то им было очень трудно перелететь через Урал. Там были тяжелые условия для их существования, поэтому в Западную Сибирь вот эти бывшие домашние раи очень плохо попадали. Кроме того, знали, что много меда из дупел нельзя брать, потому что дикие пчелы тогда не смогут выжить зимой. И достаточно быстро стало развиваться домашние пасеки. Обычно этим занимались старообрядцы. Дело в том, что они были высланы из тех регионов, где это было их подспорьем. Они издавна занимались этим, поэтому они неоднократно обращались к администрации, и им было позволено разводить ульи. Так что в основном мед собирали все-таки из пасек, а не дикий мед.